Приказом министра обороны СССР за образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество и героизм, умелое воспитание и обучение личного состава подразделения, капитану Трофимову Ивану Георгиевичу присвоено воинское звание майор досрочно. Его судьба – история бесконечного преодоления эксперимента. В поисках собственного предназначения Юрий Сорокин прошел путь от актера до режиссера, однако так и не сумел реализовать свои творческие амбиции до конца. Юрий Валентинович появился на свет в Хабаровске в апреле 1946 года. Его отец служил на Дальневосточной железной дороге, где занимал руководящий пост в отделе снабжения. Мама мальчика работала врачом в местной больнице. О карьере актера Юра мечтал со школы. Его излюбленным занятием были частые походы в кинотеатр. Особенно сильное впечатление на подростка производили приключенческие военные кинокартины. Поэтому, когда пришло время определяться с профессией, юноша без долгих колебаний поехал в Москву и поступил во ВГИК. Актерский курс, на который в 1963 году зачислили молодого хабаровчанина, возглавил Михаил Ром. Позже Михаил Ильич передал бразды наставничества Николаю Свободину и Льву Свердлину. Дипломную работу студенты выпускали уже под руководством Владимира Вячеславовича Белокурова. После окончания вуза Сорокин на 1 год был призван в ряды советской армии. Отдав долг родине, молодой артист приступил к своим прямым обязанностям, получив место в штате Горьковской киностудии. Фильмы. За 30 лет работы в кино Юрий Валентинович снялся в эпизодах 6 десятков картин. Зачастую его героями становились мужественные солдаты и офицеры, либо волевые передовики производства. Причина однотипных амплуа крылась во внешности артиста. Крепкое телосложение и суровый взгляд не оставляли Сорокину шансов на получение иного материала для съемок. Одной из первых картин актера стала военная мелодрама «Зося». В ней Юрию досталась крошечная роль безымянного фронтового связиста с перебинтованной после ранения головой. Смоленск, Смоленские Пензы, почему не отвечаете? Прием! Смоленск! Смоленские Пензы, почему не отвечаете? Прием! To na drogę, Witku. Спасибо. Śmietana, Witku. В 1967 на широкий экран вышла эксцентрическая комедия «Крепкий орешек», в юмористической форме повествующая о похождениях советских бойцов по тылам противника во время Великой Отечественной войны. Здесь Сорокин перевоплотился в глуповатого оберштурмфюрера СС, намеренно представленного создателями фильма в сатирическом ключе. Детское кино также не обошло актера стороной, однако и здесь его типаж остался неизменным. В сказке Ильи Фреза «Приключения желтого чемоданчика» маленькие зрители увидели Юрия в образе бравого летчика. Нашли место, где играть. Он вас смог. Нам нужен главный начальник. Самый главный. Кто? Самый главный. В это же время ему посчастливилось оказаться причастным к созданию 2 культовых фильмов первой половины 70-х, до сих пор возглавляющих рейтинги отечественных картин о Великой Отечественной войне. В ленте Владимира Рокового офицер и артист появился только в финале. Его героем стал молодой десантник Иван Трофимов, продолжатель славной офицерской династии Трофимовых. Приказом министра обороны СССР за образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество и героизм, умелое воспитание и обучение личного состава подразделения, капитану Трофимову Ивану Георгиевичу присвоено воинское звание майор досрочно. В драме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» Сорокина вновь утвердили на роль потомка героического поколения фронтовиков. Миллионы зрителей узнали актера в образе лейтенанта ракетных войск Игоря Осянина, после гибели матери, усыновленного старшиной Восковым.
Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь. Друзья, если вы не читали книгу «А зори здесь тихие» писателя Бориса Васильева, то у вас есть отличная возможность познакомиться с этим произведением в формате аудиокниги на сайте Storytel. На востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу, на севере шла ожесточенная борьба за морские пути, на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград. Замечательный сервис аудиокниг Storytel собрал для нас более 170 тысяч книг разных жанров, от классики до научных лекций. По нашей ссылке в описании вам доступно 30 дней бесплатного периода по промокоду. После окончания периода вы можете выбрать любой удобный вам тариф, например, Storytel Lite. Очень доступный тариф, который позволяет слушать до 10 часов в месяц. И это, кстати, несколько аудиокниг. Слушайте ваши любимые аудиокниги с помощью Storytel. В 1974-м Сорокин принял участие в работе над 2 сериалами. Первым в прокат вышел «Детектив Совесть». В картине, рассказывающей о мирной жизни бывших военнопленных, которым хочет отомстить их лагерный надзиратель, артист примерил милицейскую форму. Много рыбы покрали, Семен? Хватит! У них сетей метров, наверное, 100. Да еще, наверное, мешка 3 отравы было. Ну, весь полег кверху брюхом и поднялся. А рыбы вытянули килограммов на 300. Вот, слыхали? Совесть совсем потеряли люди. Ладно бы просто сетями, а то крупную ночью повытаскивают, а малек миллионами гибнет. Вслед за «Совестью» на суд зрителей был представлен телесериал «Хождение по мукам», снятый по мотивам одноименного романа Алексея Толстого. Актер в образе Мартынова появился во 2-й серии эпопеи. Князь Долгорукий с 3 эскадронами кавалергардов в пешем строю, как на царско-сельском параде, под пулеметами. Взял 3 ряда проволоки и уложил половину. С хлыстиком в руках по-французски ругался барбост. А в результате взял 3 заклепанных пушки. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. В начале 80-х Сорокин в качестве красноармейца Буланова был приглашен в революционный боевик против течения. Нам дисциплина ни к чему. А вот у японца полк так это полк. Оправляться. И то ходят под команду, выставив боевое охранение в сторону противника. Они у себя уже все позасидели, а мы их отсюда турнуть-то не можем, потому что больше шрапнели, боимся дисциплины. Одной из немногих производственных драм в карьере Юрия Валентиновича стал художественный фильм «Хроники одного лета». В нем артиста распределили на роль колхозного председателя Кудрявцева. За полгода мы получили 400 телефонограмм. Разве это нормально? Расписано все. Когда сеять, когда навоз вывозить, даже когда включать дождевальные машины. Поэтому я за хозрасчет в объединении. Дайте колхозу план продажи продукции, а сколько гектаров, где, когда и как сеять, мы решим на месте. Сами. Испытывая острую неудовлетворенность от предлагаемых ему экранных персонажей, Сорокин постоянно продолжал искать себя, обращался к озвучиванию, выходил на сцену театра, студии, киноактера. В 1983-м он вторично поступил в ВГИК, но теперь уже на режиссерский факультет. К сожалению, полностью раскрыться в режиссуре Юрию Валентиновичу тоже не удалось. Тяготея к исторической тематике, он стал создателем 3 телевизионных проектов о первопечатнике Иване Федорове, писателе Максиме Горьком и о российской государственности. В непростой период перестройки эти ленты почти не нашли отклика у публики. Личная жизнь. Сорокин был женат 2-ды. Студенческий брак с однокурсницей Галиной Семеновной Булкиной быстро распался. А вот союз с фотографом киностудии имени Горького Людмилой Кирпичниковой оказался удачным. У пары родился единственный наследник, сын Вадим. Закат жизни артист посвятил семье и воспитанию подрастающего поколения. Он много рисовал и занимался дачным садом, а также преподавал актерское мастерство в воскресной школе. Скончался Юрий Валентинович в январе 2008 года. В последний путь почетного кинематографиста России провожали священники общины столичного храма, прихожанином которого был артист. Последним местом упокоения для Сорокина родственники выбрали кладбище подмосковного Наукограда Фрязино.